Здравствуйте, друзья! В этом обзоре я расскажу про систему видеорегистрации для автомобилей 70 A800 A800S, которая состоит из двух камер: фронтальной разрешением 4К и задней разрешением Full HD. Кстати, именно поэтому это видео сделано в 4К. Задняя камера опциональна, можно пользоваться и без нее. Обзор будет актуальным для обоих моделей A800 и A800S, которые отличаются между собой только процессором. Более того, на странице товара даже указано, что они отправляются рандомно. По своему опыту скажу, что установка видеорегистратора просто must-have для каждого автомобилиста, так как может здорово выручить в определенные моменты и помочь доказать свою правоту. Сильно экономить на этом тоже не стоит. Видео должно быть достаточно качественным, чтобы зафиксировать мелкие, но очень важные детали, в частности номера автомобилей. Фронтальный видеорегистратор. Модель 70 A800 или A800S. Разрешение 4К 3840 на 2160 точек с частотой 30 кадров в секунду. Матрица Sony IMX415. Экран 3,5 дюйма 854 на 480 точек. Объектив 7 линз, инфракрасный фильтр, светосила 1.8, угол обзора 140 градусов. Процессор для A800. High Silicon High 3559V200, для A800S Sigma Star SSC 8629G. Функции GPS, Wi-Fi, ADAS, 3D DNR, съемка парковки, автоматическая запись происшествий. Аккумулятор 500 мАч. Размер 88 на 59,8 на 36,3 мм. Длина базового кабеля 3,5 метра. Камера заднего вида. Модель 70 MiDrive RC06. Разрешение Full HD 1920 на 1080 с частотой 30 кадров в секунду. Объектив светосила 2.0, угол обзора 130 градусов. Совместимые модели 70 A800 и A800S. Длина кабеля 5,5 метров. Поставляется видеорегистратор в плотной картонной коробке, оформленной в стиле, похожем на экосистему Xiaomi. Но все же уточню, что 70 это отдельная компания, специализирующаяся в основном на автотоварах. Еще раз напомню, что рассматриваемая в обзоре модель A800. Она при покупке с камерой заднего вида поставляется в раздельных коробках. Поэтому в обзоре я сделаю разделение. Сначала расскажу про основной модуль, а потом про камеру заднего вида. Доехала посылка меньше, чем за 3 недели, все в целости и сохранности, коробка даже не помялась. Но даже бы если это произошло, то регистратор защищен со всех сторон и плотно удерживается в середине в специальной вставке. Вот все, что нашлось в коробке с регистратором. Еще раз уточню, это самодостаточное устройство. И если вы не видите необходимости в использовании камеры заднего вида, то он прекрасно работает и без нее. Длина комплектного кабеля питания составляет 3,5 метра, так что провести его любыми окольными путями под обшивкой проблем не вызовет. А адаптер в прикуриватель имеет два USB выхода, что дает возможность использовать его, например, для зарядки телефона. Также в комплекте имеется мультиязычная инструкция, пластиковый ломик и набор для крепления на стекло. Он отличается от более привычного на присоске, и кстати он более надежный. Скажу по опыту использования одного из первых видеорегистраторов 70 Подробнее про крепление чуть-чуть дальше. В числе прочих в инструкции нашелся и раздел на русском языке. Но должен сказать, что тут только самая основная информация. Подробный вариант доступен по ссылке, упакованной в QR-код. А здесь собрана уже вся возможная информация по устройству, правда на английском языке. Но по большому счету для использования вполне достаточно и краткого варианта. У регистраторов 70 довольно узнаваемый дизайн, который остается почти неизменным. Более простые модели имеют цилиндрический вид, а старшая версия вот такую треугольную форму. На скошенных фронтальных гранях находятся салазки для установки на крепление и поворотный объектив. На задней, самой большой грани пирамидки регистратора, находится 3,5-дюймовый экран, который в транспортном состоянии защищен пленкой, а также 4 функциональные кнопки. На боковой грани со стороны объектива находится кнопка включения и отверстие для микрофона. В большинстве случаев кнопка будет не нужна, регистратор включается автоматически при подаче питания. Но есть варианты, о них чуть дальше, когда ей нужно будет пользоваться. С другой боковой стороны находятся разъемы для подключения питания, камеры заднего вида, по нему, кстати, передаются и данные, и питание для самой камеры, и слот для установки карты памяти формата microSD. Перед использованием снимаем пленку с экрана.
На корпусе для кнопок подписи не сделано, так как они могут выполнять разные функции, они будут отображаться на экране регистратора. Что касается карты памяти, то для 4К регистратора, да еще и с камерой заднего вида, желательно использовать объем не менее, а лучше более чем 32 гигабайта и классом не ниже 10. Что касается максимального объема, поддерживаемого регистратором, то заявлено 256 гигабайт. А это регистратор с установленным креплением для лобового стекла. Оно представляет собой пластиковую крышку, которая клеится на двусторонний скотч. Причем не к стеклу, пугаться не надо, а к специальной комплектной пленке, которая наклеивается на стекло, по типу защитной пленки для экрана телефона. Камера заднего вида в данном комплекте поставляется в отдельной коробке. Судя по описанию, для модели A800S есть вариант, когда и регистратор, и камера заднего вида идут одним комплектом в одной коробке. В отличие от оформления регистратора, эта коробка черного цвета, сразу и не скажешь, что это один комплект. На одной из сторон указан номер модели и краткие параметры устройства. Внутри нашлась камера заднего вида с кабелем, который необходимо провести через салон автомобиля к регистратору. По нему же камера получает питание. Инструкция и комплект крепления. Две пленки для наклеивания на стекло и запасной кусок двустороннего скотча. Первый уже установлен на самой камере. Устройство внешне напоминает уменьшенную версию популярных бюджетных регистраторов 70MAI-CAM 1 или 1S. Кстати, самой первой еще китайской версии я пользовался довольно давно. На канале есть обзоры на нее и на ее перепрошивку в глобальную версию. Но в отличие от регистратора, который является полностью самостоятельным устройством, это просто камера. Отдельно ее использовать нельзя. Она предназначена для использования с регистраторами A800 и A800S. Для соединения провода камеры с основной его частью необходимо совместить стрелки друг напротив друга, после чего совпадут ключи внутри разъемов, иначе их можно повредить. Длина основной части кабеля 5,5 метров, так что его легко хватит, чтобы аккуратно и незаметно провести через весь салон автомобиля от заднего стекла до лобового. После подключения кабеля питания, кстати, он специально ориентирован под углом вверх, это удобно при установке, включается диалог выбора языка, русский присутствует. Далее запускается небольшое приветствие в несколько шагов, которое покажет основные возможности устройства. В нижней части находится светодиодный индикатор, тут его видно по синему свечению. Всего этих цветовых вариантов 3, и каждый цвет означает какой-то статус. Устанавливаем часовой пояс для устройства, по умолчанию тут выбран Пекин. Системное время. Кстати, забегая вперед, что оно может синхронизироваться с телефоном, поэтому на этом этапе можно сильно точно не устанавливать. Также можно приобрести специальный кабель, который подключается напрямую к цепи, которую питает аккумулятор, даже при заглушенном двигателе, что даст возможность включить опцию съемки в течение заданного времени на парковке. Регистратор предлагает, и я тоже рекомендую, скачать и установить приложение 70MAI, которое облегчит настройки и получение записанных данных с регистратора. Для начала работы осталось установить только карту памяти, после чего будет предложено ее отформатировать. Еще раз напомню, для записи видео в разрешении 4К нужен класс карты не ниже 10 и объем хотя бы 32 гигабайта, чем больше, тем лучше. Съемка начинается автоматически после включения регистратора. Обратите внимание, что по умолчанию его микрофон отключен, для включения нужно нажать левую кнопку. Правая кнопка дает доступ к меню настроек, которое тоже показывается на русском или другом выбранном вами языке. Меню настроек видео. Функции клавиш отображаются в виде значков над ними, экран не сенсорный. Датчик происшествия реагирует на сотрясение, после чего пишет ролик в отдельную папку, где он не будет затираться, как при обычной записи. Это может пригодиться при аварии. Продолжительность записи одного ролика. Чем короче ролик, тем чаще он финализируется и сохраняется, и тем больше шансов, что при какой-то аварийной ситуации он успеет сохраниться на карточку. Пауз между записью роликов нет. Меню настроек качества самого видеопотока, который будет писаться на карту памяти. Можно выбрать одно из трех вариантов разрешения. Я лично считаю, что нужно писать в максимальном, для самой высокой детализации. Степень сжатия влияет на объем данных. В этом обзоре будет показана съемка с установкой высокой степени сжатия. Меню настроек системы. Так выглядят опции, установленные по умолчанию. Точка доступа Wi-Fi позволяет напрямую подключаться к регистратору при помощи телефона. Параметры доступа указаны сразу на экране.
При желании Wi-Fi можно включать автоматически сразу после подачи питания на регистратор. И вот, наконец мы добрались до приложения для работы с регистратором. Оно универсально для всех моделей 70MA. Нужно выбрать из списка свой вариант. После этого приложение скажет о необходимости активации точки доступа на регистраторе и попросит разрешения на определение местоположения. На регистраторе надо включить Wi-Fi и, используя имя сети и пароль с экрана, подключиться к этой сети. Для подтверждения подключения нужно нажать на правую кнопку на регистраторе. Кстати, в целях безопасности время, за которое нужно подтвердить подключение, лимитировано. После этого регистратор появится в списке устройств. На экране регистратора появится уведомление о том, что к нему подключен телефон, при этом запись будет продолжена в штатном режиме. Главный экран приложения показывает видеопоток с регистратора, тут же можно сделать фотографию и перейти в галерею записанных видео. Справа сверху находится меню настроек, повторяющее то, что мы уже рассмотрели на самом регистраторе, но с телефона все несколько удобнее. Это опция включения точки доступа Wi-Fi одновременно с регистратором. Но учтите, что если телефон будет подключаться к этой сети, она не имеет выхода в интернет. Выключение записи при отключении внешнего питания. А кому мешает работающий экран, его тоже можно отключать. А это то меню синхронизации времени с телефоном, про которое я уже говорил. Чувствительность датчика для записи роликов происшествия и громкость динамика. Меню, которое позволяет настроить запись с парковки при условии, что на регистратор подается постоянное питание. Для этого можно использовать специальный кабель, приобретаемый отдельно, либо гнездо прикуривателя с постоянным питанием. Выбор разрешения камеры регистратора тут, аналогично экранному меню, состоит из трех опций. Для задней камеры, ее меню появится после подключения, доступно только одно разрешение. Галерея видео делится на папки: нормальное видео, оно пишется по кругу, затирая старые записи. Отдельно видео происшествий по датчику удара, видео на парковке и фотографии. Все видео можно просматривать и при необходимости загружать на телефон. Кстати, в ходе теста я неаккуратно задел регистратор, и он опрокинулся с одной грани на другую, без отрыва от поверхности. Этого вполне хватило для активации записи происшествия, ролик который пишется в отдельную папку. Забегая вперед, скажу, что размер файлов длиной в 1 минуту, которая пишет регистратор в 4К разрешении с высоким уровнем сжатия, составляет примерно 200 МБ. Задние камеры в среднем 50 МБ. Теперь самое время перейти к установке видеорегистратора. Так как он может использоваться отдельно, установку я тоже разделю на две части и начну с главного. Протираем средством для мытья стекол тот участок, на который планируется установка регистратора. Приклеиваем комплектную прозрачную пленку. Она практически невидима и совершенно не мешает. При этом отлично держится и при необходимости снимается, не оставляя следов. Принцип как у защитных пленок для телефона. Главное приклеить с минимумом пузырей. Теперь нам нужен регистратор, а точнее его крепление, на которое уже наклеен двусторонний скотч. Клеим его на пленку. И надеваем на крепление регистратор. Быстро, надежно и удобно. И не будет отпадать в самый неподходящий момент, как присоска. Еще раз отмечу, что комплектный адаптер в прикуриватель имеет два USB разъема, что позволит, например, зарядить от него телефон. Вот так выглядит установленный регистратор снаружи. К сожалению, не очень детализированно из-за плохого освещения в паркинге. Теперь камера заднего вида. Еще раз повторю, что она не может использоваться самостоятельно, является аксессуаром к видеорегистратору. Процесс установки такой же. Готовим внутреннюю поверхность, но уже на заднем стекле. Клеим пленку из комплекта поставки камеры заднего вида. Сразу ориентируем ее так, чтобы она не заслоняла камере обзор. Крепление находится на самой камере. После установки не предполагается, что ее нужно будет снимать. Клеим камеру на пленку. Обратите внимание, что основная часть пленки находится с другой стороны и не мешает съемке. Подключаем кабель и думаем, как максимально красиво и незаметно провести его через весь салон автомобиля. Хотя на самом деле это не так сложно, как кажется. Разъем кабеля рассчитан на установку совместно с кабелем питания. Длина разъемов подобрана так, что провода не мешают друг другу. Пока я вешал обратно регистратор, он снова решил, что что-то произошло и записал еще одно видео происшествия. И наконец главная часть обзора – съемка. Все, что будет показано дальше, и звук, и видео, снято исключительно при помощи видеорегистратора и камеры заднего вида. Разрешение оригинальное, правда обработанное YouTube, но тем не менее весьма близко по качеству от оригинала. Вот так, сейчас
Не очень яркое, но дневное освещение, не солнечный день. Вот так вы можете оценить. Здесь как раз много машин. Можно оценить, например, мелкие детали, номера автомобилей. Для чего, кстати, нужно 4К? Не для того, чтобы смотреть потом прям фильмы в высоком разрешении, а как раз для мелких деталей. Я в своей жизни сталкивался с моментами, когда на камеру даже Full HD был заснят номер автомобиля, но на достаточно большом отдалении. И как раз была проблема с разрешением, что при попытке как-то разобрать этот номер, кропнуть, то есть обрезать кадр, увеличить как-то, просто не хватило разрешения камеры, не хватило точек физических на матрице, чтобы этот номер был достаточно разборчив. И то есть там одна цифра, буква номера рисовалась двумя-тремя точками, и уже никакой программный алгоритм не мог из 3 точек преобразовать ее в нормальную цифру. А при более высоком разрешении 4К за каждый пиксель, который находится в Full HD, здесь отвечает 4. Соответственно, детализация выше. И вопрос как раз в том, что можно разобрать мелкие цифры, такие как номера на отдалении, с вероятностью в 4 раза по сути выше. Потому что за каждый пиксель отвечают 4. И это может помочь в некоторых ситуациях. Опять же, никому не желаю, чтобы кто-то попал в такие, но это может, конечно, помочь. Например, чтобы определить какой-то номер. Конечно, за такое разрешение приходится расплачиваться объемом, поэтому сразу берите себе карточки побольше. Я использую Samsung на 64 гигабайта. Этого объема вполне достаточно. Рассчитать можно примерно каким образом. 1 минута занимает в среднем 200 мегабайт. То есть 5 минут это гигабайт, плюс-минус. Ну и, соответственно, считайте, сколько у вас гигабайт, столько у вас будет 5-минутных фрагментов. Вот. А тут даже у нас именной номер. Надеюсь, вы его сможете все прочитать. Это, наверное, фамилия владелицы. Угол достаточно широкий у камеры. По крайней мере, из того, что я могу увидеть на экране, угол выше, чем тот, что я вижу в лобовое стекло. При установке видеорегистратора считается правильным его установить так, чтобы в нижнюю область попадала часть капота. То есть то, что находится непосредственно перед капотом. Вы будете видеть. Если вы поднимете выше, то, возможно, какая-то деталь потом ускользнет при обработке. При съемке, я хотел сказать. Поехали дальше. Небольшой кружок я сделаю. Я думаю, этого будет вполне достаточно, чтобы оценить, как работает видеорегистратор в дневное время суток. Давайте добавим помех немножко. Вот так. Ну, надо понимать, когда будет идти дождь, и все время лобовое стекло будет залито, и даже при быстрой работе дворников немножко не то что качество, а понимание того, что происходит, может ускользать, просто из-за того, что лобовое стекло будет залито водой. Но в любом случае, даже при такой погоде лучше быть с регистратором, чем без него. Пока я еду, расскажу небольшую историю, которая случилась со мной пару лет назад, когда автомобиль мой был подрезан. Человеку, видимо, как-то не сильно понравилось, как едет моя машина. Он решил типа поучить и подрезать, в результате чего была авария. Но авария 100% по вине второго участника, потому что он объехал и притормозил, получил
Его действия произвели к удару в левое крыло. Но после аварии автомобили стояли так, что, в общем-то, все выглядело так, как будто виновник был я. И только благодаря видеорегистратору, только исключительно, мне удалось доказать, что моей вины здесь абсолютно нет. Наряд полиции, который приехал на ДТП, изначально сказали, что в лучшем случае это обоюдка, а так то по всему видно, что я виноват. Но после того, как я показал запись с регистратора, они сразу сказали, вопросов к вам нет вообще. И только это помогло. Поэтому этот регистратор, он отбил себя. Ну, не конкретно этот. У меня есть, кстати, на моем канале обзор видеорегистратора, где заснято как раз это самое ДТП. Вот, и только благодаря этому видео мне удалось доказать, что я не верблюд. Поэтому всем желаю, для того, чтобы у вас не было никогда никаких проблем на дороге, а если они были, чтобы вы всегда имели инструментарий, чтобы доказать, что вашей вины здесь нету. Вот такие у нас замечательные дороги. Зима прошла, снег сошел вместе с асфальтом. Приходим к завершению нашего круга. Еще одна яма. Не знаю, попала ли она в кадр, но на расстоянии точно должна была попасть. Кстати, плюс GPS в том, что вы всегда при помощи него будете иметь какой-то аргумент. Не знаю, правда, насколько он будет воспринят в суде. Возможно, кто-то, имея юридическую практику, может сказать точнее. Но, по крайней мере, GPS-модуль отпечатывает текущую скорость, что тоже может служить каким-то аргументом, не знаю, доказательством, не доказательством, но как минимум аргументом, если что-нибудь произойдет. Как в вашу пользу, так и нет. Потому что если вы будете превышать скорость, скорее этот водяной знак с вашей текущей скоростью послужит против вас. Поэтому лучше не нарушайте. Правила дорожного движения написаны кровью, помним это. И если можно не нарушать, всегда не нарушайте. Точнее, всегда не нарушайте. Даже если вас никто не видит, и вы знаете, что вы не попадетесь, всегда надо приучать себя к культуре вождения. Вот такая у нас парковка, потому что высотные дома и других вариантов припарковаться нет. Паркинги небольшие, подземные, все заняты. Стоимость паркоместа под землей, если купить, примерно равна стоимости среднего автомобиля. Поэтому кто успел, тот купил, кто смог по какой-то акции, а кто нет, тот берет в аренду, как я. Все, наш круг почета завершен. Теперь я пропускаю машинку. Вот так вот. А сейчас съемка уже в темное время суток. Это еще не ночь, но солнце уже полностью зашло, и освещение на улицах только от фонарей и от света моих фар. Немаловажно знать, как регистратор снимает в такое время суток, потому что особенно зимой достаточно часто приходится ездить, когда темно. Если, не дай бог, что-то случится, регистратор снимает плохо и ничего не видно, то, конечно, толку от него будет немного.
Некоторые регистраторы включают инфракрасную подсветку, но мне кажется, толку с этого немного, потому что свет вот этих инфракрасных диодов будет отражаться и от лобового стекла в том числе, если только регистратор объектива его не впритык к нему, и будет скорее только мешать. А даже если не будет мешать, то далеко он, конечно, чисто физически не сможет светить. Поэтому здесь надо рассчитывать только на свет своих собственных фар. Что хочу добавить. Звук пишется на видео файлы, которые соответствуют и фронтальной, и задней камере. То есть звук он полностью одинаков. С одного и того же микрофона записывается одновременно сразу в два файла. Разрешение задней камеры в 4 раза ниже. То есть там Full HD против 4К. Поэтому и все вставки, которые в этом видео я вставляю, они ровно в таком же соотношении, так как оно есть в реальности. Full HD против 4К. Кроме этого, видно, качество и цветопередача у камеры заднего вида, конечно, совсем другие, хуже. Ну и, конечно, по стоимости они тоже здорово отличаются. Я не буду делать большие вставки. Сейчас сделаем кружок по парковке, где много машин, чтобы можно было посмотреть, как у нас видны другие автомобили в большом количестве, и поедем назад. Что касается города, то тут, конечно, условия немножко получше по освещению. Тут, по крайней мере, есть фонари. Есть, конечно, как и в лесу, тут водятся олени. Что бы я бы тут становился. Вот так у нас выглядит парковка. Делаем кружок. Стоят машинки. Так, здесь у нас заложили какими-то кирпичами. Я даже не сразу увидел, где дорога, не сразу сообразил. Я сейчас еду на ближнем свете фар. Вот так выглядит дальний, ближний. И делаем круг почета по парковке. Так, вот у нас машинка поворачивает. Мне кажется, номер хорошо был виден. И идем на выход. Вот такой небольшой кружок. Но я думаю, что представление о том, как снимает камера, как передняя, так и задняя, подключенная к регистратору, можно было получить. Так, тут у нас такси приземляется. Мы его объезжаем. Я считаю, что такая система из одного регистратора на двух камер, она просто физически удобнее, чем лепить два регистратора. В моем случае регистратор, который цепляется назад, имеет такое нехорошее свойство работать все время, потому что розетка на 12 вольт в моей машине сзади не отключается никогда. То есть даже когда двигатель заглушен, он работает от аккумулятора. И обычные регистраторы, они не умеют, как вот этот наш 70 A800, автоматически выключаться, когда они обнаруживают отсутствие движения. То есть этот режим съемки на парковке. Вы можете задать, например, 5 минут съемки на парковке, он выключится после того, как машина остановится через 5 минут, но потом его надо будет включить вручную. Вот. Таким образом, такой регистратор не будет садить аккумулятор. Вот. Обычные регистраторы этого делать не умеют, поэтому у меня до этого момента на этой машине сзади регистратора не было, для того, чтобы не садить аккумулятор. А сейчас, установив камеру заднего вида, она берет и питание,
и передает данные по одному и тому же кабелю от главного регистратора, я теперь не переживаю, что у меня задняя камера будет высаживать мой аккумулятор. Все работает центрально. И даже если бы нельзя было бы таким образом отключать, если бы у меня на передней розетке тоже постоянно было бы питание, то режим парковки спас бы положение и позволял бы использовать его. Единственное, что приходилось бы каждый раз, когда заводишь двигатель, кнопочкой включать регистратор. Но это небольшая плата за такое удобство. Когда знаешь, что твой регистратор, если машину особенно надолго оставить, не посадит твой аккумулятор, не будет снимать просто парковку. Надеюсь, что вы не устали от просмотра. Я старался развлекать вас как мог. И вы смогли оценить качество съемки и передней и задней камеры, которую я периодически включал в это видео. Периодически, чтобы не портить картинку в целом от переднего регистратора, а давать понимание, как снимает она в чистом виде и как снимает задняя камера. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома вы можете найти в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч.